Но как только эта фракция зашла в парламент, они сказали: вы знаете, мы уже не либертарианцы, мы уже социалисты. А сегодня они дошли до коммунистов и просто педерастов. Всем привет! Украина — это, конечно, полностью фантастическая страна. Вы видели вчера этот ужас. Два народных депутата, Куницкий и Дмитрук, избили человека. Давайте для тех, кто не видел, быстренько видео покажу. А теперь я хочу разобрать эту ситуацию, потому что это только часть всего пазла, и высказать вам свое мнение, свои опасения и навести вас на нужные мысли. Значит, смотрите, чем занимаются Дмитрук и Куницкий. Во-первых, давайте начнем с того, кто это такие. Куницкий — это, прямо говоря, ничтожество, которое бегало за ментами всю свою жизнь, своим этим голосочком тявкало на них. Ничего в жизни не сделал. То есть вы понимаете, когда ты проповедуешь какую-то идею, хочешь что-то исправить в своей стране, ты не бегаешь, не тявкаешь, ты предлагаешь какой-то конкретный план действий. Просто бегать за ментами — это просто делать себе карьеру. Вот некоторые из этой компании, которая называлась «Дорожный контроль», оказались в политической эмиграции, сделали себе кейсы. Дмитрук, ну давайте посмотрите на его рожу. Это, ну что вы можете про такого человека сказать? А этого человека взяли в президентскую фракцию в парламенте. Потом оказалось, что это вообще пророссийский. Слухи ходят разные, информации у меня много. Я даже сейчас не хочу на этом заострять внимание. Я хочу заострить внимание на другом. Идет война. Идет война. Президент кричит, что все для войны. Мобилизация идет. Все на фронт. Чому не на фронте? Повестки беспредел, ТЦК. Но, как мы видим, в чем же корень всей проблемы? Государство на самом деле не работает всецело на войну. Сейчас конечным пунктом, к которому все сводится, должен быть воин, который находится на фронте. И все государство должно работать именно на него. Эти два перца во время войны взялись крышевать колл-центры. Колл-центры — это такие офисы, колл-центры, где аферюги сидят и разводят там на кредитные карточки. Звонят, как бы социальную инженерию применяют. Миллион разных способов, если хотите, зайдите, почитайте. Тищенко делал то же самое. Его разоблачили, ну, вернее, скомпрометировали, выложили в сеть. Он сказал, что это нейросеть. Спецслужбы молчат, правоохранители молчат. Почему? Потому что Тищенко кум Ермака. Мозгов как у ракушки. А теперь эти два красавца, вернее, не теперь, они одновременно с ним начали этим заниматься. Но они как бы вообще берега попутали. То есть то, что происходит в стране, это все вина президента. Тем более это его фракция. Туда их кто-то набрал. О чем это может говорить? Давайте вот конкретно разберем эту проблему. Есть президент, который рассказывал, что он идеолог, что он совсем другой. Если ты идеолог, ты подбираешь людей по профессиональным навыкам и, конечно же, по идеологии. То есть ты с ними должен быть на одной волне. А раз так, значит, те, кто у тебя высоко котируется, тем, кому ты доверяешь, тем, с кем ты делаешь эту политику, должны ровно по такой же философии отбирать и подбирать людей далее. То есть набирать их в партию, фракцию дальше и в принципе делать дело с такими людьми. Такие люди были набраны по объявлению. Мы видим во фракции «Слуга народа» кум Медведчука, криминал, аферюги, агенты белорусского КГБ. Просто конченые идиоты. Боже, я общался, я не хочу выдавать фамилии, давайте назовем так, с 3-4 народными депутатами из «Слуг народа». И с их помощниками, и с их приближенными. Это настолько тупые люди. Я бы этим людям в своем бизнесе не доверил ничего, разве что мыть машины. Но эти люди сегодня занимаются написанием законов, по которым нам жить. Более того, если отойти немножко в сторону, вы помните вообще этот прикол? Я вообще-то на эту тему хотел делать отдельное видео, но решил сейчас рассказать. Когда «Слуга народа» только пиарилась и образовалась, они рассказывали, что это либертарианская партия. Ой, какое новое слово для большинства наших граждан. И совершенно до сих пор непонятное, к сожалению, старшему поколению, может, оно не нужно. Либертарианство. Молодежь наивно в это поверила. Но как только эта фракция зашла в парламент, они сказали: вы знаете, мы уже не либертарианцы, мы уже социалисты. А сегодня они дошли до коммунистов и просто педерастов. Вот этот Стефанчук,
друзья, это такой позор и такой кошмар. Но когда Дмитрук, который вообще-то за русский мир во время войны избивает человека, это означает последняя, ну ладно, предпоследняя капля, последняя это, наверное, гражданская война, предпоследняя капля к очень большим проблемам, лакмусовая бумажка и просто зеркало всего того, что происходит. С Куницким точно так же. Я когда говорю про одного, вы можете смело сюда прописывать и Тищенко, и Куницкого, и Дмитрука, и там еще похожие есть. Самое умное, конечно, должен сказать, тоже такие вот, но все-таки, которые имеют остатки каких-то мозгов, они сейчас засели тихо, вообще их не видно, не слышно. Не хочу поэтому даже называть их фамилии. Вы можете себе представить, чтобы два конгрессмена США избивали человека? Куницкий там начал оправдываться, я вас сразу хочу предостеречь, вот он начал оправдываться. Мы боролись с колл-центрами, а он забрал телефон, он убегал, поэтому то, поэтому это. Минуточку, давайте и здесь подробнее разберемся с концептуальной точки зрения. А суть этого в том, что в нормальном государстве есть закон. Если кто-либо нарушает закон, то этим занимаются только правоохранительные органы. Один гражданин не может другого гражданина воспитывать, потому что это создает гражданские конфликты, и это всегда выгодно властям. Силовики с наших налогов получают зарплату, не выполняют свои прямые обязанности, свою работу, граждане между собой ссорятся, высшее руководство пилит в это время. Сейчас именно это и происходит. Почему? Я задаю вопрос. Почему народный депутат Украины занимается колл-центрами? А давайте представим, вот давайте так представим, чуть-чуть пофантазируем, смоделируем ситуацию. Что на самом деле они не бегают, не крышуют их, не зарабатывают во время войны огромнейшие деньги. Сказать вам сколько? Сотни тысяч долларов в месяц. А действительно, вот, ой, такое плохое явление есть, колл-центры, давайте-ка их будем прессовать. А с чего это народные депутаты должны этим заниматься? Это вопрос к министру МВД, которого мы с вами обсудим в следующем видео, которое тоже уже готово. Я хочу вам сказать, что происходит фарс, и вот именно так разрушается государство, государственность, но самое главное, вот так разрушается вера людей и в происходящее, и в будущее. Потому что все, что происходило до войны, сейчас и происходит и во время войны, только более обостренно, но просто некоторые процессы скрыты. И я уже вам говорил, не даже во время войны воруют, а особенно во время войны воруют и особенно во время войны беспределят. Не должен, в принципе, народный депутат заниматься этими вещами. Поэтому здесь напрашивается миллион других вопросов, которые мы в воскресенье с вами обсудим на стриме. Но самый главный вопрос здесь таков, что президент Украины провалился по всем фронтам. Государственная политика не то чтобы провалена, она просто-напросто отсутствует. То есть народный депутат Украины, он должен, даже если он подонок, и подонков было очень много в парламенте за все время, их там, давайте откровенно говорить, было большинство, но все-таки есть подонки, которые остаются солидными, с которыми можно разговаривать, которые понимают четко, что можно, а что нельзя. Эти полностью потеряли берега. И я сейчас могу только себе представить чувство тех родителей, чьи дети, или там, допустим, у кого-то брат, или друг, или муж находятся на фронте, когда они видят такие вещи. Чем занимаются эти люди? И если вы мне хотите сказать, что это просто что-то как-то где-то, нет. Это все вообще не случайно. Это все абсолютно понятное следствие. То есть причина есть. У нас некомпетентный президент, а следственно и вся верхушка власти. А вот на наших глазах мы видим следствие. То есть какой-то человек, воин наш, сидит сейчас в окопе, рискует своей жизнью, теряет 100% свое здоровье. А вот эти вот красавчики, которые не имеют никаких качеств личных, профессиональных, для того, чтобы быть теми людьми, которые для нас с вами пишут законы и решают нам, как жить. Они по счастливой случайности оказались там, где они оказались, именно в Верховной Раде Украины. И почему все так? Потому что в Украине отсутствует нормальный социальный лифт. Потому что здесь, я хочу донести до вас эту мысль, отрицательный отбор. То есть вот сюда наверх всплывает самая отъявленная такая отпетая мразь. Потому что человек, который профессионален, который что-то, во-первых, сделал в жизни, потому что нужно сначала что-то сделать, прежде чем туда попасть. Такой человек что-то проповедует, какую-то философию, он что-то предлагает, у него есть репутация, у него есть концепция. Такой человек просто не может туда попасть. Ну, может быть, и может. Штучный товар по какой-то дикой случайности. А вот эти люди там оказались на волне полного дуремарства, полной деградации, потому что всех просто-напросто обманули. И к чему я это все сказал? Потому что все идет к тому, что будут выборы все-таки.
И они вообще будут рано или поздно по-любому. И нельзя больше просто вот такое допустить. Сейчас Зеленский занимается, они будут лепить новые партии. Они, боже, я вам такое расскажу, мне столько грязи рассказали, я расскажу на стриме, наверное. Это просто нереально фантастические вещи происходят сейчас в Киеве. Мы с вами там что-то сердцем переживаем. Мы, наверное, наивные люди. Цинизм. Просто самый обыкновенный цинизм. И вот они сейчас там попереименовывают партии, позатягивают, повторяю, военных, еще там кого-то, волонтеров, просто хороших ребят. Хватит. Это должно прекратиться. Быть этого больше не может. Не верьте вот этим людям. Все, кто хоть день у власти был в Украине, их туда теперь нельзя подпускать на пушечный выстрел. Государству нужно совершенно другое. Нужны новые, совершенно самые смелые идеи. Вот эти все флюгеры, конформисты, которые туда, куда ветер, туда и они, которые городят просто какую-то примитивную чушь, вот эти вот зализанные Разумковы. С этим всем надо закончить. Если, конечно, вы хотите пожить по-человечески, так как вы сейчас живете где-то за границей, вернуться к себе домой и наконец-то почувствовать, что вы находитесь дома, что вы здесь хозяева и что это ваша земля, а не земля Дмитруков, Тищенков, Куницких. Это все самые настоящие бесславные ублюдки. И тут не то, чтобы что-то личное, хотя личное, конечно, тоже присутствует, потому что у них даже не хватает мозгов понять, что они разрушают государство. А они именно это и делают. Там вообще мозги отсутствуют напрочь. И те люди, которые набирали их в партию, вы должны о них узнать. Потому что сейчас в комментариях нарисуются любители Владимира Александровича и скажут: он хороший, это бояре плохие. Но эти бояре — это те, кого Зеленский назначил и уполномочил. Поэтому снимите розовые очки. И я сейчас говорю совершенно рациональные, прагматичные и очевидные вещи. Как вы считаете, исходя из увиденного, из услышанного, из того, что вы знаете, напишите обязательно в комментариях, поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь на канал. Это очень важно. Спасибо, пока.